Вот Харлей, да? Это Харлей, да. Спорт. Если я сейчас на работу на такую приеду, меня точно уволят. Че, нормально, смотри, 2 килограмма скинул по дороге. Сейчас накидаю. Ты мне пару раз показывал, что он работает, и все. Да, я понял. Домой приезжаешь. На работу еду, я закрытый еду. Да. Как только в деревню доехал, я сразу открываю. Да, а он прям такой уж этот бас. Но на том звучит приятнее, когда открыто. А этот прямо громко прям уж. Там косты такие, да. Ну у тебя же еще оригинальная труба есть, да? Да не стоит 50 евро. Серьезно? Там он не стоит. Хочешь такой поставить? 50 евро. 50 евро труба на гуся, это ж недорого. Здравствуйте. А мы вот решили, короче, погодка шепчет уже 22 градуса. Вчера ходил в зимней куртке, сегодня все, лето. Но это только на один день. Завтра уже будет, опять обещают, дождь. Сегодня небо голубое. Все отлично. Как в отпуске. Из-за этого мы сегодня решили резину не тянуть. Не ждать другой погоды, потому что погода такая штука в Германии. И сегодня у нас мотопробег. Надеюсь, попадут много красивых мест в кадр. Но в последнем видео сделал техосмотр. То, что мы выехали, последняя покатушка была, я такой раз, а у меня техосмотр закончится, думаю, ё-моё. Ну как-то едешь с таким настроением не очень. А я что-то забылся, и сезон только начался. Сейчас мы выехали с человеком, который ездит на ГС 1200. Ну и через километров 40-50 встретимся на парковке. Подтянется еще Макс, у которого идентичный Z1000 SX. Ну и будем такая компашка. Сегодня будем ездить втроем. Вот в последнюю секунду включил поворотник, чувак. Ай-яй-яй. Крутой поворот, велосипедист, ну хотя бы в жилетке, но все равно здесь обгонять как бы ни один здравый человек этого не будет делать. Ну ты не видишь, не просматриваем поворот, это очень опасно, это может чьей-то жизни стоить. Из-за этого мы подождем, а он уже встречно едет опять. Куда нам эти 2-3 секунды подождать, куда торопиться, и все останутся живы. Мы же за безопасность движения, правильно? Вот он, этот мост, сверху ездит поезд, по-русски-то электричка, это здесь поезда. Тут здесь нормально, у него электропередача, линия электропередач, такой туннельчик маленький. О.
Вот красота, наверх поднимаешься на горке, видно всю деревушку и прям отлично. Вот так, в принципе, красота. Что-то задувает и все. А? Также на север едешь у нас к морю ближе, к Балтийскому или к Северному, без разницы, там равнина. А места есть, где там даже меньше, чем над уровнем моря земля. И дует, соответственно, не по-детски. Ну а что поделаешь. Они уже привыкли, а нам как-то дико, потому что у нас все время как бы с ветром не так. Горы, как бы затишек есть. Зеленый. Так, ну что, надо заправиться чуть-чуть. На самой отдаленной колонке. Так. Сразу вроде ничего было, как только Альтенбекен проехали, дуть начало. Это для подогорка специально, чтобы нас ловить. Да вообще, я думаю, что я сюда ездить не хочу, то дует постоянно, гор нету. Равнина всегда так. Все довольно просто. Гибрид, короче. Так, назад. Все, видишь? Я еще хотел больше взять. А если, короче, если размером такой сам, только чуть-чуть больше, и ты его когда ставишь, уже тогда я не могу наклониться. На этом еще у меня есть чуть-чуть места, я могу как раз чуть-чуть наклониться. Где кошелек? Пойду. Что у нас там? Так, идем платить, что ли? Надо сейчас Максу позвонить. Маска. Как я буду на маске, если я в каске? Куда? Die 18, ne? Ach so, alles schon bezahlt? Ja. Für Sie auch. Tschüss. Такс. Да, Face ID теперь не работает. Че же я в каске? Давай подождем, он сейчас подъедет. Он говорил, типа, к 12. Мы когда сейчас подъехали, сейчас что-то около 12, да? Я думаю, что на этой неделе он должен прийти. Может быть, из-за... Ну, это абсолютно новый будет, да? Мотоцикл? Да. Нет, мотоцикл годовалый. Нет, новый. Новые стоят они... Вот это получается у тебя просто, что ты годовалый, и у тебя получается, как сказать, ну, разница офигенная. То, что ему как бы год, и ты сейчас... 10 тысяч года, ему полгода. А километр сколько? 11 тысяч. Который ты мне, помнишь, присылал один раз? Да? Вот этот посмотри. Ты на нем дофига сильно пробег, да? Я поехал туда его просто посмотреть, думаю, на нем 11 тысяч пробегу. Я как раз посмотрю, в каком состоянии после такого пробега. Где ржавчина пойдет, где еще что. Уже будет видно. Ничего, как мне и на это мы сказали на Индии. Раз они, ну, по дождю ездили, нет. Англия, он с Англии, он только с дождя, он оттуда же, откуда этот. Вот, это полностью он мне обошелся вместе с глушителем и со всем тюнингом. И этот чувак, который на нем до этого ездил, он на него на 5000 евро тюнинга оригинального навесил. Ножки, спинку, сзади этот там сити-бар там. Так что я чисто взял его, потому что я собирался из этого тюнинга довезу половину, я собирался тоже ставить. Я бы вышел, он новый стоит 31, плюс еще тюнинг, и где-то вышел бы 35. Угу. Ты знаешь, я ж потом через неделю поехал же на Харли Дэвидсоне, должен был эту промку проделать. Нет, ты сперва на BMW был, потом на Харлее. Нет, потом мы поехали на Индию, Да. потом только я на Харлей поехал. Харлей был у меня самый последний. Да. Вот. Там хорошая погода у тебя. Фотографиям, когда смотришь, у него точно такая же морда, как у этого Индии. Они называются чарк нос. Это как это, Да. хай шнауца. Но когда я на него сел, я понял, что это совершенно две разные вещи. Ну он тифа, да, сам? Выглядит только так. Да, ну визуально выглядит не то. На Индии эта морда, она начинается здесь вот так вот ровно. Да. Потом уходит туда. А на Харлее она идет вот так сюда наискосок. Да, а потом только поднимается. Вниз. Она вообще не поднимается. Действительно, она мне вот на таком уровне. И
никакого А и стоит так же самое, да? Конечно. И никакого стекла ты не поставишь, потому что ты представляешь, у тебя маска вот здесь, а мне нужно вот такое стекло. Ну тогда тебе надо будет такую лопату ставить, она будет так ходить на скорости. И оно никак не регулируется, ничего у них совершенно. Для меня я увидел преимуществ намного больше на Индии. И я не сижу так легко, как на Индии, такая ноги. Ну, там сидел, вот эти ножки, мне было... Он был сильно большой, да. Мне было дико. Нет, почему? Так я посмотрел видео, говорю, ну, в принципе, прикольно. Но то, что, как сказать, надо вот это в голове привыкнуть, то, что ножки не вот здесь, где у тебя ось твоя, а именно ноги где-то там. Это надо на нем все равно мне 1000 километров проехать, чтобы вот это здесь я сделал клик. Знаешь, я учился на МН, а когда права дали мне, такие ключи дают от Мерседеса, езжай. Все ж по-другому, да? МН и Мерседес, это всю жизнь у них. Да, и кнопки все абсолютно по-другому, да, коробка по-другому. Вот Харлей, да? Это Харлей, да. Спортер, на сколько лет прошло производство, заглушили, все, больше не будет. Цель, она заменить должна. Как видел электро Харлей Дэвидсон? Ну я на нем же ездил. Я же тестировал Да? его Билефельд. Видео ты мне присылал с Триумфа, я помню, такое короткое. Триумф, когда ты ездил. Да, на Рокет Триумф. На Харлей Дэвидсоне тоже на электро я был, и мы на стенде его гоняли. Тестировали прям на стенде. У них прям стенд был такой на улице в Билефельде. Мы его тестировали, на каких оборотах, какой он звук делает, и как, вообще с какой у него разгон там от 0 до 100, там просто вообще А? ничего нет. Да, одна скорость. У тебя, во-первых, одна скорость, во-вторых, у тебя Уверзетсинг совсем другой, то, что у тебя, как я смотрел, электро, сразу у тебя дрей-моменты есть в самом начале. Тебе не надо ждать ничего этого. Вот это самое страшное. Насколько, кстати, бак там хватит, как думаешь? Там хватает бака на 20 или 350 километров. Ну, в спокойном таком этом. Мне почему-то иногда кажется, я вот чуваков на днях видел, у них были вот оригинальные спуфы, 2 чемодана были, да? Как будто вот эта жопа у тебя тифа сидит, нет? У меня тифа, потому что здесь сиденье, если оригинальное сиденье ставишь, Да. ну вот такой высоты. Это вот такая подушка огромная сзади стоит. Я же эту, когда если снимают, он сюда вставляется сиденье. Потом еще сюда ставятся такие дуги с багажником для... Я недавно опять ездил, опять под дождь попал. 21R написано. Да, они R поставили. На мелких оборотах бас есть. Спокойно, спокойно. Не буди соседей. На, спереди еще чуть есть. В следующий раз сразу 2.
Что такое? Пауза. Что, устал, что ли? Затекает? А я что-то со шлемом не могу разобраться, капец. От 120 начинается такой воздух, знаешь. Черный, когда закроешь, смотри, ничего нету, черный. Солнце падает, такой этот. Карбон. Ну, это крупная густовка, да? Вообще у меня этот Но он по высоте такой же, как и тот, да? Шлем. шлем, он меньше, Меньше? намного меньше. Ну, тогда наоборот должен воздух, по идее. Да. Когда в среднем положении бил, он меня прям в голову херачил. У меня постоянно шумы шли. Мне кажется, тоже, что это же не родное стекло. Вниз или родной, или вниз поставишь его, и все. Тогда это то, что я говорил, я поставил, у меня вот то все на орбите бьет. Но ты его вниз делаешь, оно просто сюда в грудь бьет. Ну, Скидывал фотографии. да. Эта модель только в ноябре вышла. Её ещё- Сейчас я выровняюсь. Я вижу, что не фотогенично. Воздух. Надо было Андрюхе посередине заехать. В eBay замену ты прямо уставишь, этот убираешь полностью, и заменный такой замок специально прям ставится, ты так защелкиваешься. Посмотри. А я забыл, как это делают, по городу катаешься, а вот так вот, что по поворотам на больших скоростях уже все, уже отвык, уже забыл, как делается. Я когда первый поворот начал проходить, у меня аж это сердце начало... Ты видал у него резину? Ну хотя у Макса последний раз было, вообще не было. Да, вообще нет. Вода плохая, Ага. вокруг лучше надвигается, и прохладненько, так градусов 6-5. Я по автобану лечу, я опаздываю, уже вижу, по автобану лечу, и как раз Освард, смотрю 500 метров, 300, 200, 2 ЛКВшки. Я, ну, как бы уже боковым зрением мониторил, чтобы никто в Осварде не был. И на 220 в Освард уже вот 100 метров. А потом чувствую, как бы я уже начинаю понимать, что я не впишусь туда, да? И я полностью по тормозам, у меня аж зад, этот бедный АБС там херачил, да? Что, на спорте меньше ньютон-метров? А? На спорте меньше ньютон-метров? На Ямахе R1 на новой 111,8, что-то в этом роде. Ну да. Видишь? 600 у них вообще что-то под 70, около 70. А, просто что они за счет оборотов выезжают. Ну да, лошадей, там же по лошадей. 17,8. С кем он? А не, я тогда ездил в этом. Я тоже кляпнул, говорит, надо с ключиками. И потом Да-да. снимает банку с катализатором, со всей фигней, снимает банку и ставит вот этот вот no-name, типа Акраповича, знаешь же, 100 евро. Ну, в китайский. Да, китайский такой короткий совсем. Без ДБ-киллера, без нихера. Просто банку втыкает, Leistungsprüfstand, все они это дело меряют, 20 лошадей. 20 лошадей потеря с оригинальных лошадей. Хуже, да. Хуже. Ставит другую банку, делают Leistungsmesser плюс. У меня был ЦБР, когда 900, 130 лошадей в нем, открытые, да? Полностью пустым горшком. Что называется, вот так насквозь смотришь, дырка и все. Орет, сзади вот такие фламы. На автобане, ну, где-то 240. И все, он больше не идет. Хоть ты зажмись, он больше не идет, хоть и бей. Потом для тюфа надо было, я купил какой-то дешевый шпортовский, какой только был самый дешевый. На, чтобы тюк-тюк сделали. Оригиналь, да, только что пацан. Поставил новый этот, поехал на тюф, все. Потом назад я еду, что-то думаю, интересно, как-то подрывал, как-то по-другому, да? Выхожу на автобан 304. Завариваю. Только из-за рук, что ли? Да. То, что получается у него вот этого нету, как на заводском. Ни один инженер посидел себе бошку поломал. Ну здесь-то да. Не надо. Это мы все думаем, бля, раз орет, значит ништяк. Они, допустим, акраб ставят, у него прям нормальный прирост мощности, но они, соответственно, кривую выравнивают, убирают этот шперы на каждую передачу, которую даже он полностью дроссельная заслонка не открывается на первой, второй, третьей. Нам едет и хорошо, да? Убирает все эти ограничения и немножко кривую выравнивает, да, там воздух, бензин, смесь, короче, горючую. На акрапе там хороший прям прирост мощности. Ставит, Exil, Auspuff, этот Zeiten, который полностью комплект анлага, ставит ее, и мощность падает. Ну, больше, чем оригинал, но не так много, как Акрап. Акрапович он не зря столько стоит, да?
И звук у него намного тише, чем у Эксила. У крапа? Фил вообще орет по-страшному. У меня на фоне он стоял на... Есть на вот этом На ЦБР, типа? Эксил Олдскул, тут только один сзади, да? Сбоку Да. ходит. Полностью комплект анлага. Это, Как на новых, на этих. который на этот Kawasaki цуглясный. Это кляп на Олдскул. Он тоже управляется. Да есть цуглясный, комплект анлага. Единственная анлага. Даже у Краповича еще нету вот этой вот фигни без катализатора. Ну, у крапа я только видел горшки. Да-да. Комплект анлага. Но мне не понравились эти горшки, стояли там, они еще были больше, чем вот эти. У Женьки на Kawasaki, у него Z1000 2005 года. У него такие же они крапы стоят. Ну, может, чуть-чуть подлиннее. Ну, по-моему. И они не овальные, а... Но этот красиво круглые. смотрится сзади. Смотришь, он ровно, почти как это, как тапочки. Тапочки за ним ровно стоят. Кто-то говорил, в одежду не влазит теперь. Помнишь, когда мы с тобой ездили осенью? Поехали с ним, я не знаю, сентябрь, октябрь, катаемся. Когда, говорит, уже, говорит, тусуемся, жрать охота, я еду, да, он говорит, что, говорит, свежим воздухом питаюсь. Зато после меня приезжаешь домой, 3 килограмма потерял. Он привык вовремя кушать, а ты... Ну я же не солдат. Режим-то. У меня режим такой, как есть, жрать так и есть, нету. Да, когда режим, это хорошо, привыкаешь к этому. Вот он режим что делает. Да. Там где-то у тебя нитки где-то Ничего не жрешь, а потом вечером домой приходишь, как добавка. Ну и лег, да? Музыка сегодня не включается, я не пойму. BMW же? Конечно. Ну. Его продал сразу, слышь, сразу 125-ку новую купил. Ну, 800 евро. А зато тоже у него это, как у андроида бывает. Хайлендер. Если я сейчас на работу на такую приеду, меня точно уволят. Так. А вот на этой заправке мы в том году здесь перекур делали. Да. Грузовик вон этот стоит. Да. Нормально ехать, но раз на машине некоторые боятся, нам надо теперь тоже аккуратнее здесь. А повороты, в принципе, шикарные. О, сейчас мы на горку поделись, красотища. О. Ветер вообще что-то не смешно уже с этими дует прям как, а? Опять уже мухи насобирал на камеру. О, смотри, какие пейзажи. О, красота.
как корабль сделали. Песочница. Здорово, чуваки, здорово. Здорово. Нива. Че, нормально, смотри, 2 килограмма скинул по дороге. Сейчас накидаю. Нога, чтобы не уснула. У тебя вон давит перчатки. Смотри. Выглядит как эти у скелетов этих. Нет, да. Нет? Ну что, костяшки... О, у меня тоже. Да такая же хуйня. У меня давит. За зиму набрал, это жир отпечатывает. Че? Это у него совсем другая форма. У БМВшного у него перед ниже. Ага. И сейчас струя бьет ровно вот сюда вниз. И отсюда ветер сюда залетает. У тебя там нет этой сеточки здесь? А я его это внутренний. Опять протектор поднимается. Да чуть-чуть. Ну с нами-то так быстро не поднимется. Что он сказал, протектор, и что такое? Чуть-чуть приглох. Чуть-чуть проголодался, а не приглох. А ладно, что ты? Что, бургер или нет? Да, побергал, пошли. Да. В Эпи надо регистрироваться. Так, зайдем и все.